Всем привет, ребята! Ну что, мы сегодня с вами обсудим долгожданный новый альбом The Pretty Reckless, который называется Dead by Rock and Roll. Ребятам понадобилось около 5-6 лет, чтобы наконец-то вернуться и порадовать нас новым материалом, потому что они проходили через тяжелые испытания. Но все-таки я рада, что ребята собрались и восстали. Давайте посмотрим, что же они для нас приготовили. Но прежде я хочу сказать небольшие комментарии от Тейлор Момсон. Это похоже на первую пластинку во многих смыслах. Это чистое, сырое вдохновение, которое вы не можете контролировать. Нам пришлось заново учиться делать все с чистого листа, потому что это был первый альбом, который мы когда-либо делали без Ката. Ката — их музыкальный продюсер, который погиб в 2018 году в результате аварии. Так что мы многому учились, росли, испытывали боль, боролись. Но я думаю, в конце концов, мы действительно создали что-то необычайно особенное, чем я так горжусь. Во многих смыслах новый альбом кажется возрождением. Сейчас, когда мы живем, рок-н-ролл — это спасение, рок-н-ролл — это свобода. Он представляет собой что-то невероятно мощное искусство. Когда я, наконец, начала писать пером на бумаге и писать обо всем, что чувствовала, думала и переживала, это стало катарсическим выходом. Это всегда было очищающим средством, но я не думала, что могу к этому обратиться в тот момент, потому что была очень потеряна. Мне не нужно было пытаться написать этот альбом. Для писателя вдохновение — это всегда то, что трудно найти. В то время как для этой записи я получила невероятный приток вдохновения, хотела я того, или нет. В один момент огромный кирпич ударил меня по лицу и сказал: «Вот, Тейлор, хочешь о чем-то написать? Вот!» Так что мне не пришлось пытаться, это просто вылилось из меня так, что я не могу описать. Dead by Rock and Roll — это дань уважения людям жанра рок-н-ролла, которые умерли. Также чествуется небезызвестный Клуб 27. В песне упоминаются некоторые из самых известных членов Club 27 — Эми Уайнхаус и Курт Кобейн. Песня посвящена давнему продюсеру и менеджеру The Pretty Reckless Кату Кхандвали. Тейлор Момсон также сказала, что он был ее лучшим другом. Во многих смыслах этот новый альбом кажется возрождением, и наш первый сингл Dead by Rock and Roll олицетворяет то спасение, которое приносит мне моя любимая музыка. Рок — это свобода, и это песня о том, чтобы жить так, как вы хотите. Для меня рок-н-ролл олицетворяет свободу, и так было всегда. Рок-н-ролл — это стиль жизни, это этика, это менталитет, это религия, это все. Так что живите своей жизнью, по-своему живите, как хотите, и идите по-своему, и не позволяйте никому говорить вам иначе. Это своего рода заявление. Dead by Rock and Roll — это свобода. Эта строчка может быть отсылкой к «Сплетнице», молодежному телесериалу, в котором Тейлор Момсон играла персонажа Дженни Хамфри. Она начала играть эту роль, когда ей было 14 лет, и официально покинула актерский состав, когда ей было 18, но уже при этом начала свою музыкальную карьеру с The Pretty Reckless. Однако она ассоциировалась со своим персонажем в «Сплетнице», а не как серьезный музыкант, который подает какие-то надежды. На самом деле это очень такая распространенная проблема. Возьмем тех же самых Дисней, Майли Сайрус, Селену Гомес и тому подобное. Учитывая то, что Тейлор играла роль Дженни, а в песне Дженни покончила жизнь самоубийством, это означает то, что она хотела сказать, что эта часть ее жизни закончилась, и она больше ничего общего с этой частью иметь не хочет. Ката постоянно повторял фразу Dead by Rock and Roll. Это была этика и девиз, по которым мы жили, и я живу этим по сей день. Это настоящий боевой клич на всю жизнь, и я думаю, что в этом альбоме есть много надежды. Эта песня действительно пропитана духом рок-н-ролла, она такая дерзкая, как пуля, резкая. Вообще, я очень обрадовалась, когда услышала новый сингл, он мне по-настоящему понравился. Это шикарные рифы, прекрасный контральто Тейлор Момсон, заводящие соло, полный кайф. Отличный старт для альбома. Но что же нас ждет дальше? Мы полетели в Сиэтл и поехали в London Bridge Studios, где Soundgarden записывали Louder Than Love, и Alice in Chains записали там тонны своего материала. Зайдя в студию в одиночестве, вы можете почувствовать энергию в стенах. Стены просто истекали кровью и страстью, и вы могли ощущать, как все эти записи были там сделаны. Наша песня просто ожила так, как я не могла вообразить. Это одна из моих любимых песен на альбоме. Я очень,
очень горжусь ей и рада, что нам удалось сделать это совместно с такими талантливыми людьми. В данной песне Тейлор Момсон поет о том, что она осталась одна, она отстранилась от всех, единственное, что у нее осталось, это грусть и печаль. Красивый трек, он похож на симбиоз предыдущих 3 альбомов. Есть доля дерзости, какой-то уже более взрослой агрессии, но при этом преобладает все равно больше такая нотка печали. Мир был в таком состоянии гражданских волнений, что And So It Went в основном исходит из этого видения. Когда молодежь наконец устала и взбунтовалась. Как автор песен я чувствую, что я здесь не для того, чтобы проповедовать. Я использую музыку, чтобы наблюдать и передавать то, что вижу вокруг себя. Эта песня казалась идеальным штормом для Тома Морелло, который присоединился к ней и разорвал звуковые волны своей гитарой. Было более чем приятно, что он добавил к песне свое уникальное и определяющее звучание. Эта песня складывалась поэтапно. За последние несколько лет мне действительно стало казаться, что мир становится все безумнее и безумнее, и в конечном итоге это должно было проявиться в нашем творчестве. Я думаю, что сначала мы написали риф, темный, мясистый, который предполагал, что впереди ждет что-то яростное. Тогда стихи просто полились сами. В припеве заложен главный посыл трека. Они сказали, что мир не принадлежит тебе, ты не король, я не дурак. Они сказали, что мир не принадлежит тебе, он не принадлежит тебе, он принадлежит мне. Такая себе мантра, которую некоторые представители повторяют людям с рождения. Однако альбом несет характер бунта, что, соответственно, и изображено в дальнейших строчках, где Тейлор поет о том, что люди взбунтовались и пошли в бой. Одна из любимых песен в альбоме напоминает трек Heaven Knows из альбома Going to Hell. Характер она несет примерно тот же. Это одна из самых успешных песен группы, поэтому я не удивлена, что ребята использовали схожие фишки и в And So We Went, как, например, хор детей. Но, как по мне, And So We Went получилась более насыщенной и интересной. Это была первая песня, которую мы записали для альбома в начале 2019 года. Мне как раз исполнилось 25 на тот момент. 25 – это своего рода первое указание на то, что есть надежда. Это определенно стало толчком для меня как автора песен, и я сделала шаг вперед. Что касается обработки видео, как и самой песни, я хотела рассказать историю честно. Я думаю, что видео – это гламурное изображение отчаяния с одной стороны, с добавлением большого количества грубой твердости с другой. Джазовые певицы рассказывают свою историю призрачной аудитории так же, как и женщина в баре делится своими впечатлениями с призрачным барменом, а женщину на крыше ждет ее возлюбленный Нью-Йорк. У меня роман с Нью-Йорком, и я очень хотела, чтобы этот город был представлен в клипе. Нью-Йорк очень важный персонаж в этом видео для меня. Мне хотелось изобразить боль и отчаяние, которое он приносит вместе с очарованием. Я думаю, что любой, кто там живет или хотя бы раз посетил, может понять, что особенно в тяжелые времена, в которых мы все живем, все страдают от одной и той же битвы. Нью-Йорк всегда был местом, где я чувствую, что могу спрятаться и полностью оставаться собой. Нет больше такого места в мире для меня. Теперь мое мнение. Я, если честно, влюбилась в эту песню, потому что, во-первых, я безумно люблю вокал Тейлор, он действительно прекрасен. И эта атмосфера отчаяния, которая сочетается с приобретенной силой от боли, но это прекрасно. Мы все взрослеем, у нас появляются определенные шрамы, которые преподают нам определенные уроки. Вообще Тейлор рассказывает здесь свою историю, но в какой-то момент я понимаю, что ловлю свои флешбеки, смотрю на свою жизнь со стороны, и в какой-то момент ты осознаешь, что ты уже узнал очень многое, но тебе еще многое предстоит узнать, а время безумно быстро течет. И вот после всех этих флешбеков отсчет в конце, у меня просто мурашки были. Тоже крутая песня, вот она полностью в духе альбома Going to Hell, и даже с некоторыми отсылочками, как мне показалось. Во-первых, в инструментале бридж, ну уж очень сильно напоминает песню Sweet Things.
И в лирике есть отсылки на песню Follow Me Down. Нас как будто бы Тейлор погружает все больше и больше в свои эмоции с каждым треком. И вот здесь ее эмоции уже достаточно агрессивные, она действительно зла, потому что не понимает, за что ей такое наказание. В детстве все казалось таким простым и прозрачным, а сейчас она действительно запуталась и не знает, как ей быть. Одобрительно киваю в сторону этой песни и иду дальше. Песня, которая резко меняет вектор направления в альбоме. Мы как будто до этого слушали совершенно другую пластинку. Это больше такая акустическая песня под костер, в лесу, с друзьями, но на самом деле она такая неспроста, как мне кажется. Тейлор как будто бы смирилась с этой болью, со всем, что произошло, и она готова идти дальше и отпустить. Она говорит, что успех имеет две стороны медали, и с одной стороны она вроде бы что-то обрела, но с другой стороны и потеряла. Такое интро, которое немножко отвлекает от грустной, тяготеющей атмосферы и немножко преподносит дух Хэллоуина. Это интересный трек, не скажу, что он меня инструментально как-то зацепил, но по атмосфере он совершенно отличается, потому что здесь уже Тейлор готова рвать и метать и идти вперед, это чувствуется. Опять же, лично на мой взгляд, в лирике Тейлор хотела передать, что несмотря на то, что мы живем в 21 веке, некоторые люди ведут себя как в средние века, и все новое, непонятное и странное должно быть сожжено. Однако все равно рано или поздно заплатят свою цену. Очень уж меня зацепили эти строки, которые, думаю, и без расшифровки ясны. Не знаю многого о боге свиней. Если вы думаете, что лучше меня, я знаю, что это не так. Но я сделаю то, что вы говорите. Я бегу подчиняться на колени, когда вы называете меня собакой. И снова мы возвращаемся к печальке. Классная акустика, такие, знаете, американские эмоциональные горки получаются. Честно, когда я разбирала эту песню, читала лирику и слушала ее, я расплакалась. Я просто, разрыдалась. Тут Тейлор поет нам о тех эмоциях, которые преследовали ее, когда она осталась совсем одна, от всех отстранилась. Единственное, что было кругом, это голые стены. А вот и песня, которая дает нам надежду и говорит о том, что несмотря на все трудности, боль и испытания, все в конечном итоге будет обязательно хорошо. Интересные восточные мотивчики в начале, интенсивная песня, но скажу честно, она меня с первого прослушивания вообще не привлекла и прошла мимо. Но мне кажется, что во второй части альбома нужно больше обращать внимание на лирику. Здесь Тейлор говорит, что каждый может запутаться, испытывать боль, истекать кровью, но в конечном итоге все обязательно будет хорошо. Такая приободряющая песня, а то загрузила нас в начале. Песня является продолжением заглавной песни Dead by Rock and Roll. Тейлор Момсон поет о своем погибшем лучшем друге и давнем продюсере и менеджере The Pretty Reckless Като Кхандвали. Момсон поет о музыке и о том, как она помогла ей справиться с горем. Она обращается к покойному, говоря, что она ему многим обязана и что благодаря ему она стала тем человеком, которым является сегодня. Надеюсь, ты нашел немного покоя. Это можно рассматривать как прощальную песню к тому, кого она ранее называла своим лучшим другом. Смерть Кхандвала наступила менее чем через год после того, как кумир Момсон Крис Корнелл из Soundgarden покончил жизнь самоубийством 18 мая 2017 года. Момсон переживала это очень тяжело. Я добралась до места, где сдалась. Я отказалась от всего, от жизни, от музыки. Я смотрела на все и думала, что за херня? Все, что я люблю, мертво. Какой в этом смысл? И в конце концов я как бы изолировала себя, что, возможно, было не самой лучшей идеей. Он был нашим лидером, нашим доверенным лицом, моим лучшим другом, моей семьей, моей родственной душой. Oh, Harley, darling, love of everyone. Harley Darling — это еще одно посвящение покойному Като Кхандвали после заглавного трека Dead by Rock and Roll и предыдущего трека. Тейлор Момсон обращается к мотоциклам Harley Davidson, на которых 25 апреля 2018 года ее лучший друг попал в аварию.
Авария произошла в Северном Голливуде, Калифорния, и Момсон поет, чтобы Харли снова отвез ее к нему и дал в последний раз крепко обнять. Ну что ж, вот такое путешествие длиной в 12 треков. Тейлор буквально открыла для нас свою душу и рассказала о том, что с ней было за все это время. Мне кажется, что каждый может проникнуться ее историей, если действительно глубже посмотреть в альбом, а не просто его один раз прослушать, потому что после первого прослушивания мне показалось, что как-то меня не особо зацепила, по крайней мере, вторая часть, пока я не начала разбираться и понимать, что к чему. Кстати, посмотрите на эту обложку, я думаю, что вообще после моего обзора у вас никаких вопросов не возникнет, почему она именно такая. Но она вообще прекрасна, согласитесь. Тейлор просто красотка. Вернемся все-таки теперь к выводам. Это не тот альбом, который вы будете слушать полностью от начала и до конца 24/7, потому что многие треки пропитаны жуткой болью, и это чувствуется. Я думаю, что The Pretty Reckless взяли правильный вектор, и все у них будет хорошо. Я не скажу, что я влюблена в альбом, но и, безусловно, я в нем не разочарована. С самого начала вы прослеживаете, как песни переходят от хард-рока к року, потом к альтернативе, потом даже под конец немножко кантри есть. То есть альбом очень разнообразный и интересный. Структура классная, он разделен на две части. Первая часть такая разрывная в духе Going to Hell, а вторая часть больше в духе Who Are You Selling For, то есть более такая спокойная, акустическая. Ну и это понятно, почему такие две части, потому что все-таки преобладают здесь эмоции Тейлор, и преобладает ее история здесь, можно сказать. И качество записи, кстати, вообще безусловно на высоте, я как бы и другого и не ожидала. Безусловно, все участники группы безумно постарались, мне очень нравятся ударные партии, мне понравились рифы, которые присутствуют, многоплановые разнообразные соло тоже очень классные. Но хочется здесь все-таки выделить именно работу Тейлор, потому что всю эту атмосферу, все эти чувства, которые вы испытываете при прослушивании, но все-таки это тоже благодаря ее вокалу, благодаря тому, как она передает это все свои эмоции вокалом. У меня просто, знаете, после второго прослушивания, когда я уже конкретно разбирала альбом, у меня просто ком в горле был в конце, и я понимала, что, блин, это хорошая, это классная, это крутая работа. Я, наверное, буду переслушивать только первую часть альбома, потому что грустить все-таки не всегда хочется. Хочется больше какой-то такой энергетики, дерзкой. Вот, но если вы захотите погрустить, то вторая часть определенно она имеет место быть. Ну что ж, и на этом все. Обзор, наверное, получился длинным, потому что сценарий был у меня в 10 страниц. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома. И, пожалуйста, не делайте выводы сразу. Дайте альбому шанс, он того стоит. Спасибо вам большое за просмотр. Пока. Подписывайтесь обязательно на мой Patreon. Там много всякого эксклюзивного контента.